Unboxing. Здесь у нас миниатюрный картридер для microSD, превращающий карточку в USB-флешку. Дело в том, что у меня дохуя всяких разных флешек, но все они почему-то не больше 4 гигабайт. В то время как большинство чистых установочных образов и сборок операционных систем размером 1 DVD-диск, то есть 4,5 гигабайта. На флешку они не влазят, вот и приходится сначала грузиться в Windows PE, там уже цеплять USB жесткий диск, разбитый в NTFS, и ставить с него образ. Геморрой, короче. В то же время у меня есть карточка из телефона на 32 гигабайта, но загрузка со встроенного картридера поддерживается далеко не во всех биосах. А этот адаптер вроде как позволяет превратить такую карточку в обычный mass storage. Ну что ж, давайте попробуем. Вставляем карточку, ну например на 2 гигабайта из телефона под Linux. Вставляем устройство в USB-порт. Устройство определяется, но доступа к файловой системе нет. Решив, что Windows не видит файловую систему Linux, я решил отформатировать карточку, и ей пришел пиздец. Вытащив карточку из картридера и вставив его в порт без карточки, пиздец пришел и ему. Больше он светодиодом не мигает. SD-карточку у меня восстановить так и не получилось, хотя я перепробовал все основные утилиты восстановления, включая низкоуровневое форматирование. Она просто не определяется. Хорошо, что я додумался испытывать устройство, вставив карточку 2 гига, а не 32. 32 спалить было бы очень жалко. Да, адаптер очень дешевый, всего 1 австралийский доллар. И деньги мне все-таки вернули, попутно позаебывав этим китайским френд. Хуже него, наверное, только кавказская брат. Но, сука, доколе? Доколе мы будем ждать 2 месяца сраной доставки из Китая, чтобы поработать на помойку? Говорят, что с такого картридера действительно можно грузиться как с флешки, но мне самому проверить, как видите, не удалось. Может быть, когда в следующий раз понадобится SD-карточка, куплю ее в комплекте с таким ридером, но на этот раз дома и с гарантией.